Всем привет, это... Самый большой фанат Ultimate Spider-Man. Однако многие не знают, что по совместительству я типичный наемный космический ковбой-детектив, курящий в дождливом переулке. Но при этом еще и эмо. И недавно ко мне поступило предложение на круглую сумму от таинственного заказчика. Дело в том, что он, как и я, любит эти комиксы и игру. Он пересмотрел абсолютно все видео на ютубе, посвященные им, начиная с самых популярных и заканчивая контентом, граничащим с чем-то из просторов темного интернета. Но, тем не менее, что-то, по его словам, не давало ему спать по ночам. Вопросы. Зачем делать такой огромный проработанный мир в 2005 году для игры по лицензии, когда до нее и после нее выходили проекты про Паука с абсолютно смехотворными пустыми городами, которые фанаты хавали, прося добавки? И почему все эти токены лежат на местах, на которых они лежат? Телефон загадочного заказчика не отображался на моем телефоне. Наш разговор закончился его голосом, произносящим сумму вознаграждения, и моим саркастическим «я посмотрю, что можно будет сделать». Я не воспринял серьезно этот заказ. Всем понятно, зачем в игре токены, чтобы погонять бедных игроков по пустому городу в поисках комиксов, которые рандомно раскиданы и между строк намекают на то, что ты как бы можешь их купить в реальной жизни. Через несколько минут я уже забыл о разговоре с человеком по телефону, развалился на кровати и решил зайти в свою самую любимую игру, чтобы просто полетать по городу под музыку или слушая эфиры Опи и Энтони, которые вышли в то же время, что и Ultimate Spider-Man. Это моя зона комфорта, то, чем можно заниматься бесконечно. Я делал это, когда мне было 5 лет у компьютера, и могу заняться сейчас, чтобы просто подумать о чем-то и расслабиться. В детстве я летал по этому городу так много, что его улицы мне снились. И вот передо мной кинотеатр, а перед ним ничем не примечательный токен с обложкой выпуска комикса. 1 из 75. Смотрим номер 45. Я знаю эти комиксы наизусть. Я читал их в переводе от ИДК под названием «Комикс Человек-паук», когда еще даже не умел читать. Мне покупала их мама в киосках, которых больше даже нету на улицах города. Она читала мне их вслух. Я часами разглядывал картинки, пытаясь разгадать по эмоциям персонажей, что там происходит. Да я год назад перечитывал их на английском, заказывая оригиналы с eBay. Я помню, о чем этот выпуск. Там не было ничего связанного с кинотеатром. Я открываю папку с диджитал-версией серии, потому что мне лень было доставать реальную копию из шкафа. Пролистываю выпуск, и все именно так, как я и думал. 45-й номер был про тетю Мэй, рассказывающую своему психологу о том, как она одиноко чувствует себя после смерти своего мужа Бена, и как тяжело ей дается воспитание Питера, который постоянно где-то проебывается допоздна, закрывается с Мэри Джейн в подвале и воняет паутиной. Она не позволяет себе показывать любовь своему внуку, потому что боится, что все люди, которых она любит, умирают. Она чувствует вину за то, что она отдает всю свою любовь Гвен, которую она практически удочерила после смерти ее отца, который нравился Мэй. Это очень красивый выпуск, трогательный, но ни слова про кинотеатр. Психолог советует Мэй больше времени проводить с внуком и не бояться давать ему любовь, ведь он, так же как и она, все еще переживает смерть своего дяди. Придя домой, Мэй встречает готовящегося уже спать Питера, предлагает ему сходить в тот самый кинотеатр, где продают пиццу. Стоп. Мне было трудно поверить своим глазам. Я перезвонил загадочному заказчику и сказал, что я в деле. Извиняюсь за долгое отсутствие, мужики. В этом видео я расскажу о всех секретах, отсылках и вырезанном контенте из моей самой любимой игры Ultimate Spider-Man. Меня всегда поражал визуально ошеломляющий своим разнообразием город Ultimate Паука. Буквально сотни магазинов, заведений, зданий, двориков, киосков, ресторанов, фастфудов, рынков, работающих светофоров, билбордов, хот-дог-стендов, статуй, граффити, которые не являются копипастом и зачастую присутствуют в одном экземпляре без каких-либо причин, просто чтобы город ощущался живым, настоящим, будто списанным с комикса. В нем ты всегда без любых сомнений чувствуешь, что где-то рядом могут спокойно жить Фантастическая четверка, Daredevil, Ultimates, Люди Икс. Я, кстати, всегда считал действия игры X2 Wolverine Revenge происходящими во вселенной Ultimate, ведь это практически единственная игра, признававшая ее существование с помощью того крутого кожаного костюма, который можно найти на локации и напялить на Росомаху. Ultimate X-Men мне, кстати, тоже всегда очень нравились, хоть комикс в плане истории является абсолютной горячей кучей плавленного кала. Но, господи, какая же там красивая рисовка
боевка, ёбаный в рот, просто незабываемая. Каждый раз, думая о X-менах, я вижу многочисленные панели в своей голове с этими крутыми типами в кожаных костюмах из нулевых, или эпизоды, где они просто чилят у себя в школе, играя в приставку. Эти визуалы буквально выгравированы у меня в сознании. Но насколько все же верна игра Ultimate Spider-Man одноименной серии комиксов, и какие ее секреты так и остались нераскрытыми по сей день? Сегодня я буду вашим гидом по Ultimate Нью-Йорку со страниц комикса USM. И я предлагаю начать наше расследование с самого города. Помните, я говорил про проработанность, которая только может сниться другим играм про Паука? Так вот, куда вы хотите пойти? Как насчет Хейр-Лисию? Как насчет Хейр-Лисич? Как насчет Хейрли Ситиус? Здесь заплетают брейды и удлиняют волосы. Можем пойти в бар Chairman Steve's, Old Red Club, Гриль Тони. Надо заправиться? Dirt Road Cafe, Travel, авиабилеты, рандомная улица с переулком в граффити по соседству с остановкой и зданием, покрытым строительными лесами. Мы можем пробежаться по стройке, где стоят тракторы, лежат стройматериалы и контейнеры с различными номерами и надписями компании на них. Хоска, мусорный сервис. Вы видели где-нибудь такую проработанную локацию в играх про Паука, в которую мы даже не заглядываем по сюжету? А как насчет дороги, ведущей в Мидтаун, расписанной граффити? Опять же, это не копипаст. Также мы можем посетить, судя по всему, испанский бой быков корриду под названием Торо. Один из филиалов Joyous Delay, который, кстати, довольно популярный в этом городе. Может, сходим в кинотеатр или Глосси кафе? Неоновая вывеска суши рядом с этой аркой, напоминающая триумфальную арку Наполеона в Париже. Музей восточных искусств с кофейней на крыше. Одно из зданий, принадлежащих Nokia. Замок в Центральном парке. Обелиск Клеопатры в том же парке, который был оригинально перевезен в Нью-Йорк из Египта. Насчет этого решения, кстати, существует много реальных теорий заговора и магических смыслов. Банк Empire, подземный тоннель, ведущий в Квинс. Еще одно заведение, напоминающее банк или дом любителей акций на Уолл-стрит. Hyperbrew кафе, ювелирный магазин Светланы, как вам такой поворот? Район Чайнатаун, просто битком набитый забегаловками. Linguini Fantastico, Speedy Bites, Demulas Shakis. А рядом во дворах есть фруктовый рынок и чисто китайские рестораны. Небоскреб Траска с припаркованными у входа лимузинами. И, конечно же, легендарная статуя свободы, на остров которой можно добраться с помощью бага. Магазин We Got It с электроникой. Такое вот место с хот-догами и зелеными газонами. Ресторан под названием Ристоранте. Билборд Burn. Не знаю, что это, но мне это нравится. Компьютеры и камеры сумасшедшего Алла. Телевизоры, VCR, DVD и даже кабельное, всем советую. Пончики с багетами. Еще один офис Nokia, где вы можете приобрести самый модный флип-фон. Библиотека Sharp Edge Books. TED TV электроника. Очевидный конкурент сумасшедшего Алла. А рядом с ним отель. Как насчет замороженного йогурта смузи? Финансовый институт East Bank. Аптека. Изысканная ювелирка. Топовое качество. Вы понимаете, что здесь есть даже компания, занимающаяся постройками под названием Rocky and Son Constructions. Киоск с прессой. Топ-10 музыкальный магазин, рекламирующий поп-фестиваль. Рыболовный инвентарь. Реклама некого фильма под названием Dread. Бренд Savage. Up and Up Club. Услуги адвоката Шмехкель, Финклс Милс, явно намекающие на его национальность. Как насчет сходить в огромный рыбный рынок с прилавками, ломящийся от свежей рыбы, рядом с которым стоят грузовики с лого компаний, которые занимаются этим бизнесом, или посетить метропарк? Ну и, конечно же, величественный, всегда спешащий Таймс-сквер, загорающийся огнями ночью. Совершенно рандомная терраса с шезлонгами, опять же, единственная в игре. Порт с доками и кранами, работающими с транспортировкой грузов, соседствующий с башней с часами под названием Midtown Dockyards. А вот это место, Midtown Химик, примечательно своим освещением, которое отбрасывает это неоновое лого. Одно из немногих мест в игре, которое оставляет такой крутой эффект. Обратите внимание также на многочисленные автономные газетные стенды и почтовые ящики у дороги. Магазин антиквариат фурнитуры и огромное здание Kraken Institute, изучающее океан с красивой плитой и цитатой. В глубинах бездонного моря человек должен найти
найти. Поэтическая архитектура, способная заглянуть внутрь через стеклянный купол, чтобы увидеть подвешенные статуи морских жителей, опять абсолютно не имеющие никакой связи с сюжетом игры. Плакат с призывом поддерживать чистоту в Нью-Йорке, иронично исписанная тегами. Обычная непримечательная улица, на которой меняют трубы, проходящие под дорогой. Реклама нового музыкального релиза под названием Dazzled. Приключения Арахнамена. Забегаловка с деликатесами толстого Лу. Крытая парковка для автомобилей. Небольшой сквер с фонтаном и статуями. Опять же, ничем не примечательная улица, перекрытая для работ и указателем объезда. А в подворотне мусорные баки и висящее белье, которые сушат жители домов. И вся эта поражающая детализация в игре 2005 года на PlayStation 2. Я даже не буду долго концентрироваться на том, что сами здания, их материал, архитектура и окна имеют огромное количество вариаций в зависимости от района, в котором вы находитесь. Мы можем оказаться в районе Гарлем, который населен в основном темнокожими, и его устройство будет значительно отличаться от бизнес-районов с небоскребами и Квинс. Многоэтажные квартирные кирпичные дома, мусор у дороги, затопленные газоны, баскетбольное поле, разбитый асфальт и многочисленные граффити, брошенные изуродованные машины, окна в основном покрытые решетками из-за многочисленных грабежей, а также грязный пляж, в песке которого утонули разнообразные отбросы. В этом же районе мы можем оказаться в другого типа клубах, типа террасы Muse или Зона, находящегося практически на крыше и, судя по всему, имеющий хип-хоп направление. Также в игре есть интересная локация рядом с Таймс-сквер. На крыше здания мы можем найти апартаменты с видом на город, а на чайном столике лежит газета Daily Bugle. Газета, кстати, напрямую взята из 6-го выпуска оригинального комикса. Подпись говорит о чем-то в стиле «Паук удивляет город». Кому принадлежат апартаменты, остается только догадываться. Еще одна трогательная реклама и восточный ресторан Тахики Ки, опять же в единственном экземпляре. Очень интересное место, не имеющее никакой сюжетной цели, маленький стеклянный сад на крыше здания. Конвенция коллекционеров комиксов, соседствующая с магазином персиковых деревьев. Рядом центр искусств и дизайна с рекламой утилизации машин и выдающимся в плане архитектуры закутком. Инвестиции, магазин комиксов, реклама магазина, которому только предстоит открыться, объявления по аренде люкс-апартаментов, модный торговый центр, выступление Африка Вивенты вживую на Бродвее, романтичный дворик и Devious Club, Ешетерия, где, видимо, выступают местные диджеи, место, где вы можете обналичить чек и пончики Rolling Donut. Дальше по улице закрытый кинотеатр под названием Uptown. Видимо, население Гарлема не особо смотрит фильмы. Внутренний двор с фудкортом некого торгового центра с фонтанами и такой вот стеной, по которой течет вода. И подобные моменты в игре, опять же, в одном экземпляре. Перебираясь в Квинс, нас встречают спуски в метро, билборды стоматологии Фрэнка и Грэдлайс Дайнер с бесплатным местом для парковки, а также магазин устройств сумасшедшего Винни, который выбивает деньги из ваших кошельков. Азиатский ресторан с лапшой, стилизированный под восточную архитектуру. Задумываетесь о приобретении машины? Салон GCR Motor Cars. Баскетбольная площадка и одно из самых интересных заведений города, который я однажды приметил. Ночной клуб Кремли-Касс, судя по всему, стилизованный под российский колорит. Днем на нас смотрят закрытые забрала на окнах и битые окна пустых помещений выше, но ночью это место оживает, и мы можем видеть тени тусующихся внутри людей. Выглядит как ебейший рейв. Проработка этого Ultimate Нью-Йорка просто поражает своей детальностью и вариативностью. Наверное, самый яркий пример — этот момент. Знали ли вы, что после миссии с носорогом, рушащим все на своем пути, все здания, дороги и помещения, пострадавшие в процессе, будут перекрыты, ограждены, и начнется процесс их восстановления? Вау. Вдруг раздался телефонный звонок. Это был снова скрытый номер. Я ответил. Да. Алло. Кто это? Алло. Да. Вас не слышно. Алло, сейчас лучше? Алло. Сейчас слышно? Да. Кто это? Вас не слышно. Да, алло, теперь слышно? Все, да. Добрый день. Добрый. Меня зовут Алексей, я представляю Альфа-банк. Я бросил трубку. Но это подтолкнуло меня на мысль, что если в архивах игры остались вырезанные сцены или диалоги, которые могли бы рассказать больше о мире игры или ее сюжете. Так и оказалось. На моих руках эксклюзивные вырезанные реплики актера, озвучившего Питера Паркера, который до сегодня не видел свет. И первое, что я услышал из них, это упоминание здания Кингпина. And there it is,
there's Fisk Tower, the Kingpin's big freaking castle, right in the middle of the freaking city. Wilson Fisk, the Kingpin. It always comes back to the Kingpin. The Kingpin of crime. The man whose fat fist squeezes the city for every dime it can. He steals and murders, and no matter what I do, Wilson Fisk always, somehow dances between the raindrops. And he's sitting up there just having a big freaking party. A big, I can do whatever the hell I freaking want party. This is what I have to deal with? This is the world? Man. And look at that. I'm the big piece of garbage. And this Kingpin's living high on the thing you live high on. Проблема с этим только в том, что башни Кингпина в игре нет. Я знаю, как она выглядит в комиксе, и ничего похожего на карте не найти. Разработчики, судя по всему, задумывали вставить эту реплику, когда паук будет пролетать мимо определенной локации. Но где она? Тогда мне в голову пришла еще одна идея. Может, токены с обложками помогут в моих поисках? Эта находка подтвердила теорию о неслучайности расположения токенов и местоположения Толстого в костюме. Около одного здания мы находим 11 и 12 выпуски, в которых фигурировала башня Жиробубеля, и у реки Ист-Ривер мы находим 10 выпуск, по сюжету которого в ее водах было найдено тело головореза в маске паука, которому Кингпин проломил голову голыми руками. Совпадение? Конечно, это здание слабо походит на башню из комикса, которая должна быть намного выше по описанию, и эпизод, где Питер пытается вломиться внутрь через окно и въебывается в него как кретин, потому что Кингпин поставил бронированные стекла, все еще ярко отпечатан у меня в голове. Но давайте пойдем дальше. Пролетая мимо школы, Питер говорит: And there's Midtown High, or as I like to call it, Hell on Earth. I hate it here. I truly do. Why is everyone so freaking cliquey and shallow and worried about what other people think of them? Who cares? Just live your life. Try to be nice to people for 2 minutes. You know, let's make the most of the experience. But no, everyone has to be all pitted against each other. I can't stand it. Oh God, I hope this isn't actually what real life is like. Real life can't be like high school. This can't be it. There has to be more. What if it is? What if going to work as an adult is just like going to school? And it never ever ends. У школы на крыше крыла, где проходят уроки физкультуры, мы находим 3 выпуск. В нем Паркер обнаруживает в себе новые силы и присоединяется к баскетбольной команде. А где проходят занятия по баскетболу? Правильно. Также на школе мы можем увидеть надпись «Geldof Ruled», которая отсылает нас к 41 номеру, где подросток-мутант из соседней школы открывает в себе возможность взрывать объекты, чем и занимается, уничтожая на тусовке, где оказались Питер с Мэри, припаркованные рядом с домом машины и под крики сверстников. А в переулке у учебного здания мы находим как раз-таки тот самый выпуск. Ведь именно в этом закутке Джейн дает Паркеру еще не ушитую верхнюю половину костюма, в которой на странном флексе он летит разбираться с тем самым Гелдофом, уже громящим тачки на школьной парковке. В одной из подворотней мы находим 40-й выпуск, где паук дает пизды быдлу перед той самой тусовкой с Гелдофом. У подножия и крыши одного из зданий лежит 42-й и 43-й номера. В них Питер узнает, что Гелдоф немного слабоват в думательном департаменте. Он взрывает машину, чуть не убив невинных, пока наш любимый школяр останавливал ограбление, и на место происшествия прибывают плохие суки из Людей Икс. Паркер безуспешно пытается не представлять Джин Грей без одежды, но в процессе чтения его мыслей она узнает, что он Фури. И школьнику остается довольствоваться Китти Прайд. Не то чтобы это даунгрейд, просто она пересматривает «Зачарованных», говорит о всякой гуфи хуйне, вроде знаков зодиака, и не может завалить ебало про ауру и энергию. У своего дома Питер говорит: Home, sweet home. And any other cliche I can think of. I can't believe we still live here. Even after our Uncle Ben died right in our living room. But I guess we don't have the money to move. I do like my basement. Get to sneak in and out as Spidey. Get to work on my web fluid in private. Get to sneak down there with MJ. But poor Aunt May has to live in a house where her husband died. With her nephew, who sneaks out as a superhero every night. Как это естественно для подростка, перебиваясь между хорни мыслями и депрессией, мы находим на крыше 13-й выпуск, являющийся любимым для многих фанатов USM. В нем на протяжении всей истории малой признается Мэри Джейн о своем альтер-эго и затаскивает ее в постель. Однако старый кок-блок на тетушке Мэй обламывает молодому висекшн и хейтит на молодого плеера, как настоящая крыса, стуча маме его девчонки, что ее дочь хочет, чтобы ее щеками похлопали. Но Мэри,
как настоящая хорошая девочка, на вопрос «ты мне позвонишь?» отвечает «даже не сомневайся», что в контексте ситуации буквально означает, что она на любой хуйня, на которой Паркер. Wife material. Этой ночью в комнате малого сон не предвидится. На крыше одного из домов напротив мы находим 37-й номер комикса, который отсылает нас к сцене между молодыми влюбленными в гараже дома нашей Girl Next Door. Говоря буквально, это дом Мэри. У одного из складских помещений слышна эта реплика. There's the warehouse where I first figured out how to use my spider powers. It's also kind of a sort of fighting place for me and MJ. It used to be a place to escape all the atomic super wedgies that came with my life as the premier nerd geek of my class. But it became my MJ secret place. Это место не раз фигурировало в комиксах. Здесь укрывалась МД от своего отца, сбежав из дома в 53-м выпуске, и от Зеленого Гоблина в 27-м выпуске, который лежит прямо у здания. Козырек одного из таунхаусов украшает 14-й номер комикса. Я долго не мог понять, почему он здесь, пока не увидел последнюю страницу, и, учитывая неиспользованную модельку Конга, можно догадаться, что это тот самый дом Конга. Он также фигурировал в 4-м выпуске. В нем Питер ругается со своими приемными родителями из-за неуспеваемости в школе и сбегает из дома, приходя переночевать к Конгу, который устраивает у себя тусовку. На вечеринке пьяная Лиз Аллен пытается лишить малого девственности, но их прерывает появление Мэри Джейн. Буду честен. Лиз Аллен... Сам же 4-й номер находится у магазина фруктов, отмечая место, где Паркер впервые столкнулся с будущим убийцей дяди Бена, только что совершившим ограбление. Малой не остановил преступника, и 5-й выпуск мы находим уже у заброшенного здания, где Питер настигает убийцу, впоследствии выучив тяжелый жизненный урок. Стоит уточнить, что здание школы и футбольный стадион фигурируют во многих номерах USM, вроде 22-го, где, заходя через крышу, школьник скачет по горячей крыше, переодеваясь, а также 65-м. В нем на крыше происходит драматическая сцена. Паркер винит себя во всех проблемах и смертях, обрушившихся на его близких с того момента, как он стал Человеком-пауком. Этот выпуск можно найти в одной из подворотней, где Малой просто не мог не помочь молодой девушке, которую грабили. Что же касается стадиона, он связан с романтическими моментами, как в 14-м номере, 22-м, в котором влюбленные договариваются заниматься непотребствами под трибунами, раз школьник не может привести девушку домой из-за наказания тети, так и прохладными, вроде 32-го, где МД расстается с Питером не в силах больше выносить страха, испытываемого ей, находясь в его супергеройской жизни. Предшествовала же этому расставанию сцена на Куинсборо-бридж, с которого Зеленый Гоблин скинул Мэри. Паркер успел ее спасти, но это стало психологической травмой девушки, мешающей ей спать по ночам. Выпуски 25 и 26, описывающего этот момент, находятся на мосту. Сам дом, судя по комиксам, являющийся небоскребом, в котором живет Осборн, в игре отсутствует, но номера 23 и 24 отсылают нас на здание, возможно, находящееся рядом с ним. Крыша одного из них служила для Питера местом, чтобы охуеть от того, что творит Зеленый, курсящий как вне себя мужик, а вторая точка, откуда Гоблин спрыгнул, чтобы подхватить стоящую внизу Джейн и утащить на мост, оставив Гарри только ее тапочки. Пролетая мимо Baxter Building, мы могли бы услышать эту вырезанную реплику. The Baxter Building, home of the Fantastic Four. See, if I went around calling myself fantastic, people would think I'm a jerk, but they are pretty fantastic. Reed Richards and Sue Storm are geniuses. Just big old genius. I read everything she's ever written on particle accelerators. She blows my mind. And her brother, the Human Torch, seems like a pretty cool guy. You know, one of those boy band, pretty boy looking guys who I usually hate. But he does seem like a good guy. And then there's the Thing. The big guy, made up of orange rocks. That's pretty freaky. I wonder if he's orange rock everywhere. I wonder why I'm wondering about that. Pause. Pause? Pause what? You said something gay, so you gotta say no homo, or else you the homo. А на вершине здания лежит 68-й выпуск комикса. По сюжету этой арки Сью Ричардс говорит молодому Джонни Шторму, что твои треки про то, что ты худ-вэмп и сипаешь грязный, это, конечно, прикольно, но карьера музыканта – дело непредсказуемое, так что тебе нужно закончить школу, чтобы у тебя был план Б на всякий случай. После чего малого отправляют учиться в Мидтаун Хай, в ту же самую школу, в которой учится Питер. И пока Паркер получает пизды от Флэша, Лиз Аллен западает на новенького красавчика в черном и просит
МД поговорить с ним за нее. Наша любимая рыжеволосая Эмма Герл приглашает Факела познакомиться с ее подругой на парковке, и малые договариваются сходить вместе на пляж. Я обожаю эту арку. Мы находим себя чилищами с тинейджерами в романтической школьной атмосфере на пляже у костра. Но потом Джонни включает на телефоне свои демки, загорается, портит всем вайб, и Лиз теряет к нему весь интерес. 69-й выпуск, продолжающий историю сюжета, находится на детской площадке Центрального парка, где и встречаются Паук с Факелом в комиксе. Так как Шторм оказывается огромным фанатом Человека-паука, он быстро открывается своему идолу про свою личную жизнь, и любитель красно-синих тайцев говорит горячему парню, что не стоит переживать из-за девочки, которой ты не понравился, ведь ты был честен и самим собой в процессе. Вы просто не подходите друг другу. Найди себе хорошую девочку, которая будет тебя любить и заботиться о тебе. Хули ты ноешь, как пидор. И с рэпом лучше завязывать, не позорься. Также напротив школы на проезжей части лежит 66-й номер USM, сюжет которого повторяет типичные фильмы нулевых, где герои обмениваются телами и происходит всякий трэш. Только в нашем случае телами меняются Росомаха с Питером. Волосатый ценитель сигар наслаждается компанией MJ, а школьник устраивает потасовку напротив Midtown High, в месте, где и лежит комикс. Эта арка считается не самой удачной, по мнению фанатов, с чем я согласен, но только из-за реплики Рыжей про, цитата, «То, чем ты хотел заняться этим утром. Может, мы не будем делать этого, пока мы не станем старше?» Это, друзья мои, очевидная пропаганда против секса между несовершеннолетними, вставленная для галочки, чтобы опровергнуть любые теории физической связи между школьников. Но я абсолютно уверен, что эти хорни-малолетки выебали все мозги из друг друга в 41-м выпуске. Это не обсуждается, я переписываю лор. Если вы со мной не согласны, то вы часть проблемы. Следующая реплика должна была звучать, когда мы видим Трискелион, находящийся на острове, который можно легко увидеть с Манхэттена. Но по непонятным причинам он был вырезан разработчиками. The Triskelion, the world-famous home of the world-famous Ultimates. The superheroes people actually like, as opposed to me. Nick Fury, Captain America, Iron Man, Thor, some other people I can't think of right now. They get a golden pyramid in the middle of the Atlantic, and I get a moldy basement. That's fair. Maybe I should go fill out an application. Why is that? Why am I a big loser boy and they're like the Knights of the Round Table? Mary Jane thinks it's the costume. Oh well, I ain't in it for the glory. If I was, I wouldn't dress like this. Captain America is pretty freaking cool, though. Is it just me or is the Wasp kinda hot? У здания газеты Daily Bugle Паркер говорит: The Daily Bugle. The piece of crap rag of a newspaper I work for. But a job's a job, and it gives me little tips on where I need to be Spidey. I gotta put in as many hours at the Bugle as I can. I have no money. No money. WGOB, судя по всему, главный офис местного телеканала, рядом с которым лежит 21 выпуск комикса. В нем Человек-паук имеет дело с шоуменом Крейвеном и дает интервью в прямом эфире одному из журналистов. Также здание окружают многочисленные плакаты шоу Крейвен the Hunter. Пролетая мимо этого готического дома, мы слышим реплику Питера. Oh, the mysterious sanctum sanctorium of the mysterious Doctor Strange, master of the mystic arts. Or so he says. Guys on Letterman once a week. But he ain't the first Doc Strange. No, his father was. Rumor goes, the first one was some big hotshot surgeon who got into an accident. His hands all destroyed, he went looking for some desperate cure. And he found this old dude who hipped him to the secrets of the universe or something. And this Doctor Strange? This is his son. Guy's a bit of a cheesy hambone if you ask me. I'm not all into that magic, superstitious hocus pocus. I mean, it all sounds insane. Like a guy who gets bit by a spider and gets spider powers. It's crazy talk. У входа и на окне этой усадьбы можно найти 70-й и 71-й номера USM. Арка про Доктора Стрэнджа не является самой интересной, на мой вкус. Ее события завязываются так же стремительно, как и заканчиваются, по сравнению с другими сюжетами, которые длились много выпусков и показывали события, влияющие на историю в целом. Сам Доктор вообще не особо вяжется со своей магией во вселенной Ultimate, которая хочет быть реалистичной. В ней, в общем, Питер оказывается на романтическом свидании в ресторане с MJ, о котором они мечтали, и рассказывает ей о том, как он с Беном Урихом пришел к дому Доктора Стрэнджа за интервью. Однако дворецкий доктора не пустил их, сказав, что Мак занят. «Марихуану хочу, бля». Паркер же, решив, что Стрэндж в опасности, вломился внутрь через окно и вырубился. Потом нам показывают, что Мэри Джейн, которая слушала весь этот бред, это демон, который перепрыгнул из сознания доктора в сознание Питера, и он начинает показывать школьнику все его страхи и пугать малого до усрачки.
улочке. В итоге маг и его дворецкий будут пацана от кошмаров, изгоняют демона и все. А пока Паркер отмокает в подвале от случившегося, МД мокнет под дождем на улице, одетая на то самое романтическое свидание, на которое они должны были идти. И хоть эта арка и является депрессивной и скомканной в повествовании, нельзя отрицать, что сам дом Стрэнджа в игре выглядит круто. Однако немногие знают, что ночью двери этого дома открываются, но какие секреты он в себе таит, остается только догадываться. На рыбном рынке у входа в одно из складских помещений мы можем найти 9-й выпуск комикса. В этом месте на страницах оригинала Паук впервые встречается с громилами Кингпина и, как следствие, опиздюливает их. На одном из орлов Empire State Building находится 50-й номер, где на том же самом месте нас знакомят с черной кошкой. Она крадет некий древний артефакт у человека, который должен был продать его Кингпину, и скрывается с места преступления, пока Паук безрезультатно пытается поймать ее и успокоить свой стояк. На крыше здания рядом и его подножия лежат 51 и 52 выпуски, продолжающие эту арку. В них кошка присылает письмо под видом платного объявления в редакцию газеты Daily Bugle, а в письме деньги за публикацию и послание Пауку, в котором она приглашает его на рандеву. Прилетая в назначенное место, Питер видит вино, нарезанный сыр и плохую суку на черной кисе из ваших мокрых снов. И где это происходит? На этой крыше. В одной из вырезанных реплик Паркера говорится о сорвиголове. Hell's Kitchen. Been here 2 minutes and already I feel like I need a bath. This is where that creepy daredevil hangs out. The man without fear. I need a slogan. Kid without a decent costume. Daredevil truly scares the crap out of me. And I'm not even a bad guy. Just this dark vigilante of justice thing. I've only met him a couple of times, but I'm pretty sure he freaking hates my guts. Why do I think that? Maybe it's because he's told me that every single time I've ever met the guy. Too bad. Because I actually think he's a pretty inspiring guy. I wish I knew more about him. I got a feeling me and him have a lot in common. Or not. Реальный район Hell's Kitchen должен находиться примерно в этой области карты, если отталкиваться от расположения доков. И комментарий про желание Паука помыться через 2 минуты пребывания тут теперь понятно. На конце одного из пирсов и в заброшенном здании напротив находятся 17 и 18 выпуски комикса. На этом пирсе произошла презентация открытия проекта Джастина Хаммера под названием The Big Apple Energy Dome Project. Некая станция по производству доступной и альтернативной энергии для города, находящаяся на острове напротив. Однако после того, как на станцию вламывается Октопус и опиздюливает там всех, включая недавно прибывшего на место Паука, школьнику приходится спасаться от вооруженных агентов Щита вплавь. И где он останавливается, чтобы перевести дыхание? Как раз в этом здании. Продолжение этой арки в виде 19-го выпуска находится у въезда в тоннель, через который, видимо, проезжал Хаммер на своем лимузине по пути на стрелку с Октавиусом. А лого Hammer Industries с огромным молотком можно найти на рекламном билборде в Квинс. Одна из неочевидных отсылок в игре. Сами же башни Хаммера, судя по всему, находятся здесь, и на вершине одной из них 16-й выпуск, в котором бывший ученый с тентаклями громит офис Джастина. На другом конце Линкольн-тоннеля лежит номер 57 из-за арки Голливуд. В этом самом месте произошло историческое разбитие ебальника Паркера доктором Шизоидом, после которого последовала его депортация на приватном самолете в Бразилию. Честно говоря, этот сюжет не один из моих любимых, он довольно слабый и проходниковый, но начало с тетей Мэй, уезжающей на неделю к ее маме во Флориду, и школьники, остающиеся вайбиться в доме и пялиться в ящик, был многообещающим. Пролетая мимо научного центра Рида Ричардса, Питер озвучивает свои мысли в голове. The Reed Richards Science Center. The place I plan on spending my entire college career once I drag my butt out of high school. This is where Kurt Connors and Eddie Brock used to keep the Venom suit, hiding it from the world. Poking it with a stick. Well, now the cat's out of the bag. Connors is gone, Eddie is gone, the Venom suit is out there. In fact, now that I think about it, maybe I should find another school to go to. А в грязной подворотне рядом нас ждет 62-й выпуск. В этом самом месте на страницах комикса сбежавший из лаборатории Карнаж убил проходящую мимо невинную пару. Продолжение же этой арки о красном симбиоте можно обнаружить уже у входа в подвал дома Паркера в виде 63-го номера. О нем говорить не буду, так как у меня личная неприязнь к этому сюжету. Выпуск под номером 72 можно найти на одном из неприметных с первого взгляда зданий. И сначала даже может показаться, что он находится там без
какой-либо причины. Однако, заглянув в комикс, понимаешь, что в этом месте находится лаборатория, в которой какой-то ноунейм ретард пытался украсть адамантиум у ученых. Чем все для него закончилось, я думаю, можно догадаться. А вот у одного из госпиталей Манхэттена находится 30-й номер, который помимо своей красивой обложки имеет клевую историю. В этой арке Паук пытается остановить преступника, грабящего банки в том же костюме, который носит наш дружелюбный сосед. Но так как полиция не различает настоящего Человека-паука от фейкового, прибывая на очередное место преступления, Питер не проходит легит-чек и получает пулю в плечо. Ему приходится убегать, стекая кровью, и прятаться в мусорном баке. Ситуация настолько серьезная, что ему пришлось звонить Мэри Джейн, чтобы она принесла ему одежду и аптечку, но ранение было слишком жестким. МJ тащит школьника в госпиталь, где малой вырубается на полу от потери крови, и после того, как его рану зашили, Паркер успевает сбежать до прихода полиции. Короче, захватывающий сюжет. Но это не единственная больница, имеющая значение в хронологии USM. Наверное, самый важный госпиталь — это тот, что находится в Квинс. Ведь именно в нем оказался Питер после укуса паука на экскурсии по Oscorp Industries. И в доказательство этого, вот он, первый выпуск Ultimate Spider-Man. У Empire State University мы слышим следующую реплику. Empire State University, my A-choice college. If I ace my PSATs. PSATs? Man, like I don't have enough crap to worry about. Now I have to study my tush off for a practice test to a test? A practice test to a test! So I can get into college even though I've had all A's since birth. Well, except for Jim. But I don't think climbing a rope and getting into ESU, or my fallback school GW, should have anything to do with each other. Shouldn't all A's, shouldn't that be my free pass into college? Not to be snotty, but shouldn't a test like the SATs be for everyone but all A students? Considering the large volume of wedgies and swirlies I've had to endure for my scholastic dedication, shouldn't it be like, okay, nerds, just pick your schools and good luck to ya? Стоит сразу отметить, насколько это красивая детализированная локация с величественной библиотекой, статуей, книжным магазином, крылом, изучающий гуманитарные науки, кафетерией и крылом с химией. Проблема только в том, что эта локация, совершенно очевидно являющаяся местом, где Паркер и Эдди пили кофе в 33-м выпуске, не имеет на своей территории токен с комиксом. Но его нет ни около дома Питера, ни в лаборатории Рида Ричардса, где Брок показал школьнику костюм, ни даже на территории университета. Тогда где же он, спросите вы? В Центральном парке. Какого хуя он тут делает? Он напоминает нам о сцене, в которой супергерой-сирота видит запись с кассеты пикника, где был маленький он в окружении родителей и друзей семьи, включая Эдди. И этот самый пикник имел место быть здесь. Кто бы ни раскладывал эти токены во время разработки, он сам был фанатом комикса и знал, что делает. Продолжение сюжета, 34-й выпуск, лежит на крыше научного центра Рида Ричардса, откуда Паркер берет пробу черного костюма. А номер 36 находится на крыше общаги, в одной из комнат которой Эдди приводит Гвен, после чего он видит по телевизору паука, флексящего на камеру в новом костюме. Костюме, изобретенном отцами Питера с Броком, чему он не может поверить, пока не застает самого школьника внутри лаборатории. Последний же выпуск этой арки про Венома лежит у одного китайского ресторана. В 39-м выпуске Ник Фьюри ужинает здесь, пока разведка не сообщает ему о приближении школьника. Далее у малого случается эмоциональный срыв после событий с другом его детства, и он просит у одноглазого негра забрать его суперсилы. Арка Венома вообще довольно темная по настроению, но особенно как-то пугает разговор с Ником Фьюри, учитывая дальнейшую судьбу Питера. Чернокожий просто по сути относится к малому, берущему с него пример как к расходному материалу. Последняя из вырезанных реплик звучит у здания посольства Латверии. The Latverian Embassy. Embassy to the creepy country Latveria, which is so small you couldn't find it on a map if you tried. Yet all they do is cause trouble. Even the idea of an embassy is ridiculous. We can do whatever we want as long as we're in our little fortress. I'll keep one of my big white glass eyes open on this place. Но что это за здание и почему оно играет важную роль в сюжете? Давайте вспомним сюжет игры. Новый персонаж Битл крадет с корабля, принадлежащего щиту зеленого гоблина, по какой-то причине находящегося в криогенной камере. При этом он отчитывается кому-то по радиосвязи. После этого Питер случайно замечает Битла, рассекающего вечерний город, и садится ему на хвост. Iron Man wannabe looking ass вламывается в некую лабораторию, из которой крадет сэмпл песочного человека, и после драки с пауком исчезает в здании посольства Латверии. Малой пытается проникнуть в то самое посольство и сразу же вылетает оттуда, ведь внутри оказывается зеленый гоблин. Между ними же начинается драка.
Брока. Однако в концепт-артах игры мы видим вырезанный эпизод, где паук стоит у криогенной камеры гоблина, после чего зеленый качок выбирается из нее, чтобы бить ебало и жевать жвачку. Где это происходит? Скорее всего, в здании посольства. Также мы видим, что гоблина должен был арестовать сам Ник Фьюри, а не агент Картер. В следующей миссии до чилищего Венома доебывается Битл и говорит, что ему нужно, чтобы здоровяк позаимствовал ему своей черной липкой жижи. Также в концепт-артах мы видим сцену разговора Битла с некой фигурой за столом. Вырезанная сцена в Daily Bugle с Джоной Джеймсоном, в которой Паркер, судя по всему, наводит справки на Траска. Компания Траска же, в свою очередь, является создателем Носорога, Карнажа и похитителем Эдди Брока. И самый интересный концепт — Битл, преклоняющийся перед доктором Думом, который, как известно, живет в Латверии. На следующем рисунке видно, что Битл обращается к Думу в его замке Ван Дам. Цитата. «Ваше Высочество, как вы можете видеть, миссия не была полным провалом», — говорит он, показывая тому сэмпл песочного человека. Вот на кого, оказывается, работал этот летающий Кент. И все это было вырезано из финальной версии игры. Еще один концепт демонстрирует нам камеры с заключенными на одной из баз щит. В них мы видим камеру с Электро и Носорогом, находящихся напротив друг друга, а также Гоблина, снова в криокамере. Электро, судя по всему, ведет диалог с малым управляющим Носорогом, но из-за качества трудно различить, о чем идет речь. Также Ник Фьюри проходит мимо этих камер и о чем-то говорит. Надеюсь, ничего оскорбительного. Печально, конечно, что сюжет так и остается незаконченным. Еще грустнее, что история комикса Ultimate Spider-Man закончилась в таком бардаке поспешных событий. Но сама депрессия — это факт того, что после выхода этой игры Триарх, по слухам, начали разработку второй части, события которой должны были происходить зимой, и главным злодеем бы выступал Зеленый Гоблин. Являясь огромным фанатом, ребенок во мне всегда представлял себе продолжение этой игры на огромной карте, как в Пауке от Marvel, с обязательным кроссовером с Людьми Икс и возможностью посетить школу Ксавьера, с Кингпином, Дардевилом, Доктором Октопусом, усовершенствованными разнообразными полетами на паутине, сюжетом на 200 часов, повторяющим арки из комиксов и новые истории от Бендиса. Но, видимо, не судьба. Да и о чем еще можно просить, имея на руках такой отличный ран, оригинальную вселенную и шедевральную игру? Все, что можно сказать по итогу, это спасибо за детство. А я пошел игру перепроходить и перечитывать комиксы. Подписывайтесь на канал и не теряйте, мужики. Спасибо вам за активность на канале, лестные комментарии, блядь. До свидания. А тот черт чертовски хорош, черт возьми.